Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Анал. И сегодня долгожданное видео, которое я давно обещала моим подписчикам моего телеграм-канала. Это видео, в котором я делаю макияж и рассказываю всякие смешные истории про Xanax Addiction из моего прошлого, вот. И сразу говорю, я не пропагандирую в этом видео ничего, не употребляйте никакие таблетки, никакие препараты, никакие вещества запрещенные, не стоит это делать. И все трюки выполнены в данном видео профессионалами, так что пристегнитесь, девочки, мы взлетаем. Пью капучино. Свой макияж я начну с нанесения консилера на всякие тупые места, которые меня бесят. Какую историю вам рассказать первую? У меня на самом деле очень интересная история, она интереснее другой. И так что самое жесткое я оставлю напоследок. Начнем, пожалуй, с один из последних разов, когда я так делала, когда я запивала транквилизаторы алкоголем. И это было уже давно, это было в том году, прошлым летом или осенью. Это было в сентябре, по-моему. И, в общем-то, мои давние знакомые делали вечеринку в Москве, но нет, она была не в Москве, она была просто в какой-то деревне ебучей, в какой-то залупе мира. И я не знаю, черт меня дернул зачем-то туда поехать, мне просто хотелось движа. Я тогда приехала в Москву, я не была полгода в Москве, и мне хотелось что-то поугарать, вот. И, короче, я ехала туда со своими подругами 2 часа на такси. И была ночь, был где-то час ночи, нас, высаживает водитель такой, все, мы приехали, а вокруг просто нихуя нет, вообще свет не горит, ни одного живого человека, вообще ничего не видно, мы в каких-то просто в ебенях. И мы выходим из машины, и просто я слышу какие-то звуки, какие-то вопли, визги, какой-то пердежный бас издалека доносится, и я понимаю, что нам нужно туда. Следующее, что я нанесу на свое прекрасное лицо, это краска, как она, аквагрим, она, по-моему, называется, белая, клоунская, потому что я клоун. Нет, потому что я просто вампирша, и я хочу поддерживать этот образ. Мы выходим из машины, мы идем по направлению этих звуков страшных, и мы приходим в какую-то заброшку, какой-то, подвал, не подвал, точнее, а гараж какой-то заброшенный, я не знаю, что это было, и там, собственно, происходит вся тусовка. Там, какие-то, недопанки, плюс мои знакомые старые, и я вообще не понимаю, что происходит, там музыка очень странная. Underground. И, я начинаю пить, естественно, потому что как мне еще вынести все это происходящее, и, собственно, я же за этим и приехала. Вот, и мне наливают, просто там был еще какой-то бар, где продавали коктейли, то есть в таком заведении, на заброшке продавали алкоголь за деньги, да ладно. Я все понимаю, надо же деньги ребятам тоже зарабатывать как-то. Но мне всю эту ночь, естественно, мне наливали бесплатно. И в какой-то момент, я, как обычно, потеряла контроль. Как это бывает с алкоголем. И мне уже захотелось чего-то пожестче, собственно. И я уже не помню кто, при каких обстоятельствах. В общем, кто-то упомянул, что у них есть мой любимый препарат, Золомакс. Так должно быть. Сейчас все поймете.
Trust the process, you know? В общем, да. И, естественно, как только я услышала слово Zolomax, ну, и кто не знает, Zolomax это такой... Это аналог, типа, Xanax. Ну, Xanax это же американщина, да? Это американская оригинал. А русская вот эта вот хуйня, это называется Zolomax. И она, в общем-то, похожа, но она отличается по эффекту, а от него как-то больше хочется не чилить, как под Xanax'ом американским, а какую-то хуйню творить, если честно. Вот. И да, естественно, я услышала это название, и у меня загорелись сразу глаза. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, или продайте, я уже не помню, короче, вот. И я вкинула, по-моему, таблетки 2, может 3, может 5, я не знаю. Это всегда так, знаете, происходит, где одна, там и 10. И дальше я не помню вообще, что я делала всю ночь до 7 утра, что я там делала. Ну, типа, мне, наверное, было очень весело и классно, но у меня всегда вот в таких состояниях происходит момент, когда я просто решаю уйти по-английски, неважно вот где я, с кем я просто говорю, идите все нахуй, ухожу по-английски. То есть, и иду, куда глаза глядят. И как бы в этот раз я сделала так же. Но я не учла такой момент, что я нахожусь, блядь, не в городе, где можно просто вот уехать спокойно, а я нахожусь в деревне в каком-то ёбаном. И, ну, я ухожу и думаю, ладно, сейчас вызову такси, доеду до дома, похуй вообще. И тут я понимаю, я беру свой телефончик, пытаюсь его разблокировать и понимаю, что у меня не получается, и мне телефон пишет, что я ввела пароль неправильно 100 раз, а у меня не работает Face ID на телефоне, я не знаю почему. Короче, я ввела неправильно пароль 100 раз, и поэтому телефон заблокирован на 8 часов. Я не знаю, как мне это удалось, типа, насколько нужно было уебаться, чтобы ввести неправильно 100 раз пароль, но как бы это означает, что твой телефон, он превращается как бы в кирпич, и ты уже ничего сделать не можешь. Ты не можешь вызвать такси, ты не можешь никому позвонить, кроме службы спасения. Я начала звонить в службу спасения, я в нее звонила раз 50 и говорила им, что помогите, пожалуйста, я заблокировала iPhone, разблокируйте мне, пожалуйста, мой iPhone. На что мне говорили, девушка, мы типа служба спасения, а мы не занимаемся разблокировкой айфонов. Вот, и в общем, да, я решила, ну, как бы смирилась я с этой ситуацией, потому что под Ксанаксом тебе вообще все похуй, ты просто как танк прешь напролом в любых условиях. Я просто пошла, куда глаза глядят, уже был рассвет, и вокруг не было вообще ни души, то есть как бы ни намека на то, что там есть какая-то электричка, там какой-то транспорт, люди, нет, вообще, это глухая деревня, блядь. И я иду просто, куда глаза глядят, и я забредаю в какое-то болото. И, ну, я не знаю, я была не в адеквате, я, видимо, не поняла сразу, что это болото, да, я просто иду дальше, там уже какие-то камыши, и я проваливаюсь просто вот по колено, даже выше я проваливаюсь в это болото, а я как бы в тот день надела все свои новые вещи, новую сумочку Juicy Couture, новый Osiris D3, и все вообще новое, там белые колготки. Я вот осознаю, что это все сейчас просто в какой-то грязи, в какой-то тине, и это пиздец. И я не знаю, что, куда мне идти дальше, и я начинаю просто реветь. У меня начинается истерика, у меня еще ноги болят от крапивы, потому что я вступила, блядь, в крапиву. Вот эта истерика, она длилась, я не знаю сколько, но дальше у меня пробел в памяти, блэкаут, типа дальше я помню уже, как я стою на каком-то, блядь, дачном участке, то есть на чужом дачном участке. Я не знаю, как я на него залезла. Я прям очень белая, сейчас мы чуть-чуть припудрим это все дело, чтобы это немного естественнее выглядело. В общем, да, и я стою в 9 утра в субботу на дачном участке каком-то, блядь, непонятно где, вся в грязи, вся зареванная, вся, блядь,
какая-то поплывшая. И выходит, короче, с дома, ну, который был на этом участке. Выходит мужик. Такой, типа, девушка, ЗД, что вы тут делаете? Я такая, я потерялась, у меня телефон не работает, я не могу отсюда уехать, меня все бросили, я испачкалась вся, мне очень плохо, я хочу умереть. И реву просто. И он такой, да ладно, ты даже так красивая, даже вот вся в грязи, ты красивая все равно. Очень мило, блядь. Он меня спросил, куда мне надо, я сказала, что мне надо в Москву. Сказала ему адрес, и он вызвал мне такси. И я не могла ему, естественно, скинуть денег. Не очень-то и хотела. Заблокирован был телефон, я ему про это сказала, и он такой, типа, забей. Это за мой счет. Мужчины, берите примеры, реально. Ну, типа, это норма, так все должны делать. И там, не знаю, сколько это такси стоило, я думаю, много, потому что я ехала, ну, 1,5 часа. И я ревела, я продолжала реветь всю дорогу, потому что я в себе в голове какую-то придумала ситуацию, которой не было. Типа, я не знаю, какой-то пиздец, что меня там побили или меня изнасиловали, хотя такого вообще не было, я просто, ну, перекрылась. Ну, короче, и таксист на середине пути мне говорит, ну, можете вы замолчать хотя бы на 10 минут? Сказать, что меня это обидело, это ничего не сказать. Но я не заткнулась. Короче, я ревела до самого момента, пока я дома, блядь, не уснула. В общем, да, вот такие интересные приключения могут с вами произойти, когда вы едите всякие таблеточки, которые вам дают на вечеринках, и запиваете их коктейлями. Я наношу сейчас мак румяна. Они мне очень нравятся. Они... Видно или нет? Короче, у них есть такой микрошиммер. Они чуть-чуть блестят. И мне очень нравится цвет. Они из вас делают прям такую девочку-няшку, милашку. Меня очень бесит это зеркало из Икеи, но у меня на данный момент нет другого, поэтому не обессудьте. Следующая история, которую я вам расскажу, она произошла в Грузии, в Тбилиси. Очень люблю это место, там раньше было очень много моих друзей, и я всегда туда приезжала как просто на каникулы. И, конечно же, я его любила еще за то, что там можно было купить без рецепта, без вообще затруднений, круглосуточно. Там можно было купить вообще все транквилизаторы. Бля, я только сейчас поняла, что я не увлажнила лицо, не нанесла базу. Ладно, похуй. Обычно я это делаю, не думайте, что я такая тупая, я наношу базу, вот эту вот клинику. Она уже заканчивается. Короче, да, и я очень любила приезжать в Грузию и каждый день ходить в эту аптеку со своими друзьями, покупать там таблетки, они очень дешево стоили, типа, вообще копейки какие-то, и их реально можно было всегда купить, вообще без проблем, в центре города, типа. И таких аптек было несколько по всему городу. Сейчас я губы накрашу и расскажу. Вот, в общем, вот так вот карандашом MAC мы делаем контурок и красим сами губы. И потом поверх я буду наносить вот эту штучку из 7-Eleven магазина, супермаркета в Таиланде. Она стоила типа 2 евро, но она прикольная. Я ее наношу типа вот так. Типа чуть-чуть. Типа вот так вот чуть-чуть по центру губ. И я ее пальцами прямо растушевываю. И получается очень миленько. Такая уже немного гейша, да? История, она произошла, блядь, все.
брови. Она произошла в 2022 году, и это был мой первый раз вообще в Тбилиси. Первый раз туда приехала летом, вообще очень спонтанно, без копейки, блядь, денег практически. Ну, короче, я помню, что мы праздновали ДР моего лучшего друга, и мы были на каком-то пляже. Типа, там было ужасно, ну, там было невозможно купаться. Типа, речка Донецк какая-то, такой вайб. Короче, мы с моим лучшим другом, у которого был ДР, мы, как всегда, самые ебанутые, мы очень хотели тусить жестко, типа, жестко разъебываться. И никто почему-то, ну, из остальных людей, кто был на его ДР, они не были на таком же вайбе, как и мы. И, ну, нас это как-то огорчало. И, в общем, тут судьба нам сама преподнесла людей, которые мэтчили наш вайб. Это были какие-то рандомные грузины, которые сидели рядом с нами, и они начали нас угощать. Ну, грузины, вообще люблю их за их щедрость. Они очень любят угощать всякими штучками, там, хинкали, хлеб какой-то, там, булки, пиво, вино, водочка, все что угодно, короче. И они такие, вот, типа, откуда вы, что вы тут делаете, и все такое. И они, короче, упомянули, что у них есть машина, и они хотят поехать по ресторанам, и нам эта, ну, идея понравилась больше, чем сидеть дальше, блядь, на этом пляже, непонятно, ждать у моря погоды. И мы такие, го, поехали с вами, типа. И мы просто, типа, бросаем всех там, никому ничего не говорим, садимся к ним в машину, каким-то просто рандомным мужикам, они еще были взрослые, их было, типа, 3 или 4. Ну, сомнительно, но окей. Типа, меня успокаивало, что со мной мой друг, и если что, ну, как бы похуй. Вот, и я просто в разговоре вот с ними как-то упомянула невзначай так слово «ксанакс», и они говорят, о, мы можем тебе заехать купить, тут есть аптека. И я такая, извините, небольшие технические шоколадки, в общем-то, я нашла этот обдроченный карандаш, который я использую сейчас только для контуринга носа. В общем, эти прекрасные мужчины решили побыть моими рабами немножечко и купили мне розовый ксанакс, потому что они поняли, что я Барби. И я просто была вне себя от счастья, естественно. Ну, я его сразу же расчехлила, съела 2 таблетки, дала другу. 1 литр рейнджера вам или 2 другому, чисто так и было. И водитель машины такой говорит, этот грузин, какой-то 45-летний, говорит, ой, а что это такое? Я это не пробовал никогда, я хочу это попробовать. Он уже бухал наш алкоголь, так, да, водку пил с горла. И я говорю, дядь, может, не надо, это как бы такое вещество, ну, не для новичков. Яд новичок. В общем, ну, я ему объяснила немного, как бы, механизм действия, и его это, ну, не смутило, он сказал, супер, это то, что нужно, я просто одну съем, и ничего не будет. Я думаю, ну ладно, он вроде здоровый мужик, но мне уже как бы стало немного очково, потому что, ну, мы разъебемся, и мы уже едем, он на ходу вкидывает эту таблетку и запивает ее водкой. Ну, мы как бы делаем то же самое, слушаем музыку на полную мощность. Музыку моего друга, там такой просто Бергхайн, блядь, разъебчик. И просто курим сиги в окно. Вечерний Тбилиси, просто кайфуем от жизни жестко. И, короче, сзади сидит, ну, там один мужик за рулем, один рядом с ним, и один сидел с нами, и как бы изначально он сидел рядом с моим другом, а потом они останавливались зачем-то, поссать, что ли, и он как-то, короче, мы как-то поменялись местами, он сел между нами с моим другом, специально он это сделал, чтобы быть ко мне ближе, чтобы меня потрогать так незаметненько, невзначай. Я уже потом поняла, что это полный пиздец. А ехать там было, ну, нормально так, потому что это было за чертой города.
Мы едем уже, нам, не знаю, минут 40, уже там всех въебало. Ксанакс, алкоголь, водитель. По-моему, он съел еще одну таблетку, потому что я потом пересчитывала, и у меня их было меньше, чем должно было быть. И это полный пиздец, потому что он начал очень опасно водить. Просто на каждом повороте вот это заносило тачку. Там обгоняет всех, там перестраивается, вот эту всю хуйню, ему вообще пох. Я такая, я говорю своему другу, типа, все, мы сейчас разъебемся, это пиздец. И типа, я всегда боялась умереть в аварии. Но этого не произошло. Но произошло кое-что другое. То, что ко мне начал в открытую приставать мужик, который сел между нами. Я так убираю его руку с моих ног. И как бы я уже смотрю на друга, а он тоже, блядь, ему вообще похуй, у него там баблгам разъеб полнейший происходит. И я ему как бы намекаю уже, что типа, слушай, Зая, это пиздец, нужно что-то сделать. И он, типа, он говорит этому грузину такой, типа, слышь, ты руки убрал с моей подруги, а? И грузин такой, типа, слышь, а может тебе поебалу дать? Ну, короче, начинается разборка, и мы просто посреди какого-то шоссе выбегаем, вот просто синхронно открываем двери и выбегаем из этой машины и бежим из нее вдоль трассы. И они едут за нами, типа, ну, как вровень с нами, такие, типа, вы чё, совсем попутали, что ли, алло? Мы просто в ахуе. Мы бежим по трассе и звоним друзьям, чтобы они нас подобрали. Короче, я жестко пересралась в тот момент. Я думала, что меня сейчас выебут, и все. И давайте дос. Но мы не растерялись, в общем-то, как обычно. Так, нужно сделать эту хуйню немножечко поуже. Да, не садитесь с рандомными мужчинами, пожалуйста, в автомобиль. Тем более под ксанаксом и алкоголем. Это ничем хорошим не закончится. Следующая история, которую я вам расскажу, она тоже произошла в Грузии. Только, типа, спустя год, когда я туда приехала, мы там просто тоже каждый день куролесили, каждый день ходили в аптеку, скупили все. В один день мы скупили все таблетки, которые там были ксанакса. Был день, это, по-моему, была Пасха. Кстати, та аптека, она в тот день, она на час ровно ночью закрывалась, потому что, типа, Пасха. Ну, на час. Потом она открылась, функционировала, в общем, в своем прежнем режиме, обслуживала наркоманов. И было воскресенье. Вечером мы захотели пойти куда-то, типа, в клуб. И мы, ну, собственно, как обычно, мы выпили сосисю пива, значит, такую большую. Закусили это все разными видами транквилизаторов, вот, и решили, значит, направились, собственно, в клуб. Было воскресенье, народу особо не было, но мы просто очень хотели тусить, и я очень хотела намутить там что-нибудь еще бесплатно. Мы заходим в этот клуб уже, типа, вот такие просто, нас шатает из стороны в сторону, белый карандаш. Так сказал, как будто это не очевидно, блядь. В общем, да, и мы просто самые веселые, естественно, в этом клубе, самые ебанутые. И я, значит, я не помню уже как, я знакомлюсь на танцполе, я знакомлюсь с мужиком, с грузином, таким 35-летним. Ну, он был симпатичный, но, чтобы вы понимали, мне вообще не нравятся взрослые мужчины. Ну, как бы так, физически чисто они меня не привлекают. Но, видимо, ну, я сразу в нем увидела потенциал, daddy potential, и мы с ним начинаем что-то общаться, и проходит как бы какое-то количество времени, я тоже сама уже не помню как, я начинаю с ним целоваться, типа обниматься, танцевать, вот это все, и это просто продолжалось очень долго, очень интенсивно, и я уже такая, ну, типа, шепчу ему на ушко, такая, типа, ты угостишь меня и моих друзей чем-нибудь прикольным? Он такой, да, все, что ты хочешь, типа, кокаин, МДМА, все что угодно. Типа, Зай, вообще не парься. И я такая, ну все, ребятки, мы сегодня куролесим,
короче, ну, он не спешил с этим делом, и что-то мы еще какое-то время с ним общались. Ну, короче, мы идем с ним курить сигарету на улицу. Вокруг никого почти нет, и он опять начинает ко мне лезть. Опять начинает меня целовать. Кстати, зацените. Мой бронзер Кайли. Просто зацените, в каком состоянии. Косметика говорит многое о человеке, да. В общем, ну, короче, он опять начинает вот эту свою хуйню, опять начинает меня засасывать. И тут происходит вот то, чего я вообще, блядь, не ожидала, чего у меня не было никогда. Появляется на горизонте какая-то женщина, лет 35, такая блондинка, я не помню ее лицо, но она просто такая вот видит нас, и как будто бы она вот узнала его. И она просто разъяренным таким взглядом подходит к нам, такая, обращается к этому мужику, такая типа: это что за шлюха с тобой? Ты что, вообще охуел? И я такая: сама ты шлюха, блядь. И он просто смотрит на меня такой: ой, это моя бывшая, забей на нее, вообще она ебанутая. Говорит ей, типа: зачем ты сюда пришла? Вот, и она, короче, замахивается на меня, мне по ебальнику дать. Но он как-то меня закрыл, и прилетело ему. И я просто сижу такая: вау, просто что вообще происходит? Почему я опять в центре какой-то разборки, к которой я, типа, вообще не имею никакого отношения? И я ему говорю такая, типа: слышь, это что за хуета вообще? Что происходит? Кто эта женщина? Кто она тебе? Почему она на меня нападает? Типа, я здесь не за этим вообще, зай. Я здесь, чтобы потусить, объебаться, но никак не чтобы, вот, блядь, меня какие-то рандомные бабы на меня замахивались. И он такой, типа: да забей, да не парься, вот мы сейчас уйдем. И она продолжает на него пиздеть, у них там уже своя какая-то разборка, уже как бы на меня особо внимания нет. Я звоню подруге, они уже едут домой, и вообще не заметила, как они уехали. Почему, блядь, мне никто не сказал? Вот тоже вопрос такой интересный, почему они все уехали без меня и оставили меня с этим грузином. Ну, короче, я звоню ей, объясняю ей эту ситуацию, говорю: меня сейчас чуть женщина какая-то не отпиздила из-за того, что приревновала к ее грузину, и они мне вызывают просто такси, и я еду домой. What the fuck? Женщины, если ваш мужчина вам изменяет, это не значит, что нужно бить другую женщину, которая об этом вообще не знала, которая, блядь, его встретила 10 минут назад и просто хотела стрясти с него что-нибудь, да? Решайте свои проблемы сами. Ну, в общем, пиздец. По-моему, же очень мило выглядит. Вот я всегда наношу на внутреннее веко белый каял. Это, по-моему, называется, потому что это сразу так эффект яру и увеличивает глаза визуально. Вот. Сейчас я буду наносить тени. Следующая история произошла на день рождения моего лучшего друга 2 года назад, или уже даже больше. И это было на его даче. Он очень любил раньше устраивать, ну, типа, если день рождения, то это формат такой, что он зовет, блядь, 30 человек, половина из которых просто жестко в говно алкоголем набуханные, и половина под кислотой ЛСД. Но об этом в другом видео. Но здесь было просто... Я не знала, что там будет, но я хотела просто поесть ксанокс и попить вина и чачи, вот этой грузинской, лютой просто напиток. И мы приехали, в общем, туда раньше всех, где-то в 5 вечера, мы уже там с 4-5 вечера мы начали бухать жестко, потом стали подтягиваться остальные ребята, и, ну, там было все, там было такое, блядь, ассорти веществ, просто какой-то Пабло Эскобар, блядь, пати, ну, как обычно, в общем, и я уже там, ну, нормально тоже накидалась этими барами. И тут прикол этой истории в том, что весь трэш, который происходил, я его проспала, но я все знаю досконально, как это было.
И просто, типа, я обожралась ксаноксов, уснула, и в это время одна из гостей просто ей кто-то скормил кислоту ЛСД. Этого вообще не нужно было делать, как потом выяснилось. И это был, походу, первый раз, когда она его ела. И мог бы быть последний. Короче, да, ее накормили кислотой, и она сошла с ума. Ну, то есть она начала просто очень странно себя вести, бегать, орать какие-то странные вещи, типа «Ривгош! Летуаль! Синий, зеленый, синий или зеленый, красный!» И раздеваться, и, ну, сначала все как бы... Всем было смешно, но потом уже стало не до смеха, потому что, ну, стало как-то страшно. Ну, в общем, да, это человек, она просто очень неадекватно себя вела, она всех закошмарила, там даже самых лютых людей, которые там были, которых уже ничем не, казалось бы, не напугать, но они напугались. И они пытались ее успокоить, у них ничего не выходило из этого, и дошло до того, что... Блять, какую мне взять кисточку? Мне лень ее мыть. В общем, она попыталась спрыгнуть. Не, она спрыгнула. Она спрыгнула с балкона. Там типа двухэтажный дом такой. И она просто вышла на балкон. Она еще перед этим что-то кричала. Ну, то есть уже все начали понимать, что она сейчас спрыгнет. И вот мой друг, у которого был ДР, он побежал вниз ловить ее. И она реально спрыгнула с окна, он ее поймал. Просто пиздец какой-то. И, короче, все поняли, что, ну, это трэш. И кто-то вызвал скорую. Кто-то вызвал скорую, чтобы ее там угомонили. Хотя, опять же, не понимаю, почему нельзя было просто дать ей ксанокс. Но, видимо, я его весь уже съела. И приехала скорая через какое-то время. За ней приехали менты. А там в доме, ну, полный трэш был. Ну, типа, я не знаю, там было столько всяких наркотиков, всякой хуйни, людей. Просто какие-то, блядь, неформалы. Все уебанные. И, короче, я помню, я думала, что мне это приснилось. Но мне потом, как оказалось, это не приснилось, что я, короче, сплю просто как слоняра после, блядь, 7 таблеток. И, короче, я помню, что меня кто-то вот так вот делает мне по плечу, трясет меня так немножечко. Я открываю глаза, и над моей кроватью стоит мент. Полицейский. И я просто такая смотрю, я, ну, типа, я не понимаю, это сон или реальность. И он меня спрашивает что-то типа: девушка, у вас все нормально? Девушка, нормально себя чувствуете? А я такая, просто спросонья такая: дос! И дальше, типа, ложусь спать, как ни в чем не бывало. Нет, просто вы вникните еще раз вот весь пиздец этой ситуации. Значит, 25 или 30 каких-то неформалов на даче. Транс выпрыгнула в окно. Просто все под непонятно чем, под кислотой, блядь, под ксаноксом, кругом бутылки с водкой, с чачей, со всякой хуйней. И, ну, как бы, и этим полицейским, ну, они, видимо, так как они деревенские, они к этому отнеслись нормально. Они сказали, что, ну, просто, типа, малолетки набухались чачей, самогоном, и все, и уехали. То есть они ничего там не стали смотреть, ну, кроме меня, спящей, и они уехали. Но на этом весь пиздец не закончился. Спустя какое-то время после этого, когда все стали понемногу приходить в себя, я не знаю, что там откачали этого человека, который устроил весь этот дебош, но после этого случился еще один передоз, только уже другим препаратом,
лирика. У другого мальчика, я не знаю, сколько он съел таблеток 10 мне говорили, но просто опять вызывали скорую, чтобы его откачать. Я не знаю, что с ним было, но то, что он передознулся... Короче, это полный пиздец. Ну, вы сами понимаете, 2 скорых за одну ночь, 2 передоза, по сути, ну, и я... А я просто сплю под ксаноксом. Пожалуйста, не... Если вы никогда не пробовали такой препарат, как ЛСД и прочие галлюциногены, всякие там грибы, мухоморы, лучше не делайте это в подобных обстоятельствах, среди 30 человек, непонятно где. Ну и, конечно же, на десерт, так сказать, я оставила самую лютую историю из всех вот этих всех. Все, что я рассказывала до этого, это просто хуйня по сравнению с тем, что я вам сейчас расскажу. Я не знаю, как я выжила. Типа, я просто пропала на почти что 2 суток. И это было в Лондоне. Моя поездка в Лондон 3 года назад, это вообще про это можно написать книгу. Там началась моя Xanax Addiction. Там мне показали, что такое зеленые бары, которые называются Халк. И, ну, это что-то типа тех баров, от которых Лил Пип сдох. Просто у него были желтые, а эти зеленые. Вот. Ну, короче, это кастомные Xanax, которые делают барыги, сами там химичат что-то, вот, это не подпольный, короче, не тот, который вот врачи прописывают, да, психиатры, а кустарный продукт, от которого просто, ну, какие-то лютые спецэффекты, я не знаю, что туда подмешивают, кто-то говорил мне, что туда могут даже фентанил подмешать, поэтому с него так интересно прет. Дело было так, то, что я уже, будучи 2 недели в Лондоне, и просто я уже там была как будто бы своя, как будто бы, ну, чувствовала себя как рыба в воде, чтобы вы понимали. Я туда приехала, вообще никого не знаю. У меня просто были интернет-друзья, с которыми я никогда не виделась, но я знала, что, типа, мы встретимся и будет разъеб. И, в общем-то, так и было. И, да, у всех моих друзей был Xanax всегда. И они меня всегда угощали. И это был день, короче, день рождения моей подруги. Она не знала вообще, как его праздновать, никакого не было плана, просто был план, ну, жестко разъебаться, как обычно. Часов 5 вечера мы договорились, что мы встречаемся в определенном месте, где нас будет ждать барыга Ксанакса на машине. Мы встречаемся, нас было 4 или 5. Значит, что мне надо дальше сделать? Подводка. Короче, да, мы встречаемся, садимся к нему в тачку. Он был очень такой щедрый мужчина, потому что мы у него купили где-то, ну, штук 25. А чтобы вы понимали, там, короче, в одном баре, вот в этих кастомных, там в одном баре 3 миллиграмма. Это очень много. Это дохуя, но как бы есть такая вещь, как толлер, поэтому я могла уже спокойно такой 1 есть, а то и 2. Вот, и он нам, короче, помимо вот этих 25, он нам подарил еще 5 сверху. Просто вот щедрая душа такая. И мы их разделили на 4, по-моему. И я в тот день, я не взяла вообще никакую сумку с собой, потому что мне ни одна сумка не подходила под мой аутфит. И я просто их, короче, сую вот так вот в карман, такая, ну, это мне дня на 3. И, конечно же, ну, вы сами понимаете, что произошло. Все эти бары за сутки были просто за ночь, блядь, были съедены. И произошел полный пиздец. Короче, мы, значит, забираем наш товар, едем в центр орать, в район Сохо. Это, ну, типа, район в Лондоне, где дохуя всяких баров, ресторанов, клубов. И мы приезжаем туда, мы уже как бы вкинули там, пока ехали, покупаем водку, пьем водку, запиваем редбулом, и я не знаю, я, наверное, еще 1 бар тогда съела или 2, я не помню. Ну, короче, и
по интересному стечению обстоятельств, мне, когда я приехала только в Лондон, мне забанили за что-то ТикТок, ну, запретили выкладывать видео за, ну, там, не знаю, какой-то видос с сигаретой, ну, как обычно. И мне 2 недели нельзя было вообще ничего постить. Меня это очень расстраивало, потому что, ну, блядь, я в Лондоне, как бы, хочу снимать контент, ТикТоки, но... Блядь, какая уебищная подводка, сука. Вот вообще не хочет делать ничего. Ну, короче, да, я очень расстраивалась. Ну, меня это бесило, что я не могу ничего выкладывать. И в этот день мне его разблокировали, этот ТикТок. И я обрадовалась. И я говорю, ребят, ура, я могу выкладывать ТикТоки, давайте снимать сейчас контент. Мы стоим, значит, в этой оживленной, блядь, какой-то улице. Я, как обычно, ну, ставлю ТикТок куда-то, типа, и все, и мы снимаем, и угадайте, что происходит. Я не помню ничего, но у меня, короче, пропал в этот момент телефон, хотя ТикТоки я успела выложить, и один из них даже залетел. Но после этого мой телефон испарился просто. Его кто-то спиздил, либо мы настолько уже все там уебались, что мы ушли, и я оставила там телефон. И забыла про него, и кто-то его забрал. Ну, короче, да, телефона нет, и телефону моему тогда было, типа, 3 месяца или что-то такое. Вот так, и, ну, мы в ахуе, мы пытаемся его найти, мы его не можем найти, его нигде нет, мы там уже заходили, ну, короче, везде, где он мог быть, его там не было. И, как бы, ситуация пиздец, и если бы я находилась в адекватном состоянии, я бы первое, что я сделала, это, конечно, поехала домой и зашла бы с компа найти iPhone и попыталась бы хотя бы его найти. Хотя, я думаю, его отключили сразу же, но я, как бы, будучи в сраку просто уебанной, зены поменяли, конкретно поменяли, я решила забить на это хуй и продолжить тусить. И, собственно, что произошло дальше, это только начало, ребят. Мы... Короче, шароебились по улицам, просто все вот такие, и мы каким-то образом познакомились с мужчиной, который был каким-то крэкхедом, то есть он был такой 50-летний черный мужик, мы что-то с ним сидели, у меня есть даже фотки, мы сидим с ним где-то в какой-то подворотне и базарим за жизнь просто его, и тут он как бы нас зовет к нему домой курить крэк. Ну как тут не согласиться, да? И мы реально согласились, мы пошли к нему домой курить крэк, и мы всю ночь, собственно, занимались этим. И там еще была дома его бабка, блядь, или мама, ну прям такая старая бабуля, которая курила с нами тоже крэк. И, честно, я вот вообще не помню эффект от крэка, потому что меня, все, Ксанок все перекроет, вот реально, и вы ничего не вспомните. Память сотрется просто вот в ноль. Это даже не как, когда ты просто пьешь алкоголь, и ты там можешь где-то какие-то проблески. Нет, вообще ничего. Просто блэкаут. И у меня происходит блэкаут. Там что-то еще я плакала вначале. Маме звонила по фейстайму. Это вообще тоже полный кринж. Прости меня, мам, еще раз. Мне до сих пор стыдно. Ну, реально, это единственное, за что мне стыдно за тот вечер, собственно. И за всю мою жизнь. У меня далее блэкаут, и я первое воспоминание после этого всего, то, что я в 6 утра уже светло стою с моей подругой, и все остальные наши друзья ушли, уехали домой спать, а мы стоим посреди какого-то парка, типа, и такие, ну чё, год дальше тусить. Просто, блядь. Вот насколько мы были неугомонные, отбитые, вот просто 2 сапога пара. Типа нам мало было всего этого, что произошло за эту ночь. Мы решили еще пойти в магазин купить вино. И, мы все еще не протрезвели, разумеется. Там, блядь, после такого ты еще хуй протрезвеешь, короче, типа, пока ты не поспишь. В общем, мы идем в магазин вдвоем, и в Англии есть такая хуйня, типа, тут как в России, тут не продают без паспорта вообще алкоголь. И там такое еще правило, что если вы вдвоем заходите, скажем, то смотрят паспорта у вас обоих. Неважно, кто покупает, вот это один человек покупает, у второго все равно должны посмотреть паспорт.
А у меня паспорта не было, потому что, как выяснилось позже, я его тоже потеряла. Да-да-да, загранпаспорт, с которым я, блядь, путешествовала, и с которым я, ну, типа, если ты потерял загранпаспорт, это хуже, чем потерять телефон, это пиздец. Вообще, не факт, что ты сможешь куда-то, блядь, уехать. И, в общем, я осталась ждать ее снаружи этого магазина, пока она покупает вино. И знаете, что дальше произошло? У меня опять сработала вот эта хуйня уйти по-английски. Типа, я не знаю, почему нельзя было просто ее дождаться, блядь, пока она там это все купит. И, короче, да, я просто ушла. Без телефона, без вообще каких-либо средств связи, в непонятном направлении, в чужом, блядь, городе, где я ничего не знаю. Я просто ушла, не дождавшись ее. И она меня не нашла, конечно же, потом. И вызвала такси, поехала домой, выпала каким-то образом из Убера и очнулась в больничке. Что там падает, блядь, за дроны какие-то? Вот, она, да, она очнулась под капельницей, а я в это время пыталась добраться домой, и это заняло у меня 12, блядь, часов. Ехать мне было, к слову, ну, где-то полчаса. Если бы я поехала и все было бы нормально. Я вообще не знаю, как я добралась до дома. Вот, чтобы вы понимали, я была вообще настолько режим автопилот, что я просто садилась, короче, в автобус. Я дошла, я не знаю, как я вообще нашла какую-то там автобусную остановку, ну их там много, то есть это несложно, но что происходило, это то, что я садилась в автобус, засыпала в нем моментально, ну так как после Ксанакса вы в какой-то момент, вы все равно будете спать, это неизбежно, потому что это седативный препарат, это транквилизатор, и тем более еще после количества алкоголя, который я выпила. Сейчас буду клеить реснички, и типа... Все, я просто отключалась в этом автобусе и уезжала в ебеня. То есть меня будили на конечной остановке, говорили типа, это конечная, ну, на английском. И все, там автобусы идут, они, видимо, как-то не только по Лондону, они идут в деревню. И я очухивалась, я просто, ну, открываю глаза, и там уже какие-то вообще другие виды, уже... Village, типа, countryside, вы понимаете, я вообще не алё, я не вдупляю, что происходит. И я делаю то же самое. То есть я сажусь на другой автобус, непонятно в каком направлении, и еду опять куда-то там, и опять я засыпаю. И так происходило, ну, раз, наверное, 6, если учесть, что я 12 часов добиралась домой, блядь. Честно, вот... учесть, в каком я была тогда состоянии, я просто благодарна, и я в шоке, что меня никто не убил, не выебал, не изнасиловал. Я была просто, ну вот, типа просто тело, которое вообще, я не знаю, на чем оно функционировало, что я не потеряла карту. Вот я, блядь, проебала паспорт, телефон, но я не потеряла деньги. Это самое главное. Просто меня искали все. Друзья, которые с нами были, мои друзья в Москве, моя мама, блядь. Все думали, что я сдохла, потому что, ну, я реально сутки почти не выходила на связь. Вот я как вышла в 9 вечера того дня, или в 5. Ну, короче, я вернулась в 9 вечера уже следующего дня домой, и я не знаю, как я нашла свой дом. То есть вот эти все поездки, вот просто туда-сюда, обратно. Моя подруга в это время лежит в реанимации. Хотя с ней все было нормально, но она просто, видимо, отключилась. Она выпала из Убера и отключилась где-то на асфальте. Кто-то вызвал ей скорую. Она просто, ну, очнулась, поняла, что все норм, просто ушла оттуда, никому ничего не сказала. Из больницы поехала домой. И я просто прихожу домой, меня все еще пидорасит эта хуйня. Типа, и я такая, ха-ха, интересный вышел денек. То есть, алло, ты потеряла паспорт, ты потеряла, блядь, документы, ну, паспорт и телефон. Тебе похуй, ну, то есть, мне реально было похуй. И я помню, что я разговаривала с мамой где-то час, я не помню о чем. Я просто ржала, я ей со смехом это рассказывала, она мне говорила, типа, Риш, ты что, ебанутая, у тебя проблемы, типа, что ты будешь делать вообще? И я потом ходила полгода с айфоном 5. 5S.
И, короче, ну да, как-то так интересно произошло. Сейчас я это приклею, блядь. Короче, я с горем пополам наклеила эти ресницы ебучие. Ненавижу это делать. Это очень сложно. Ну, в общем, да, собственно, я вам рассказала все, что я хотела рассказать. Есть еще куча историй, но это нужно, блядь, на 10 часов снимать видео придется. Поэтому, ребят, просто вот делайте выводы, пожалуйста. Я вам все это так с юмором сейчас рассказывала, но на самом деле это очень страшно. И, пожалуйста, если уж вы даже едите Ксанакс не по назначению врача, хотя не стоит это делать, пожалуйста, не мешайте его с алкоголем. Ну, типа, это полный пиздец. Понимаете, если я и Паша техник, если мы вышли из этих ситуаций живыми, не значит, что так случится с вами. Я вот думаю, набрызгать еще эту хрень веснушки, попробовать. Ну-ка. Да, сука, давай. С ней очень легко переборщить вот с этой хуйней. Вот просто можно все труды за 1 секунду испортить. Весь макияж. О, сука. Бля, ужасно просто. Блядь, зачем я это сделала? Просто нахуй. Видно, не видно. Ну ладно, не видно и замечательно. В общем, ребят, спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до конца, просто респект вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. И я буду стараться снимать видео чаще, чем я это делаю сейчас, если вы будете поддерживать меня. Муа! Люблю вас всех. Пока.